Игра The Jungle Book создана по мотивам диснеевского мультфильма «Книга джунглей» 1967 года. Сам мультфильм просто прекрасен. Все действие происходит в диких и суровых джунглях, куда волей судьбы попал маленький мальчик. Волчья стая приняла его, и они дали ему имя Маугли. Он рос в волчьей стае и с каждым днем становился все сильнее. Но однажды на их территории появился грозный тигр Шер Хан, который ненавидит людей. Шер Хан убьет этого ребенка и всех, кто вступится за него. Друзья Маугли решают, что мальчика нужно отправить назад к людям, где он будет в безопасности. В общем, это и является главной целью в игре «Книга джунглей», выпущенной в 1994 году для различных версий игровых приставок того времени, таких как Nintendo, Sega, Super Nintendo, Game Boy Advance. Я буду делать обзор версии для NES, или как привычнее для нас Dendy. Игра очень сложная, вероятно из-за того, что время на прохождение уровня ограничено и приходится поторопиться, отсюда и ошибки. Первый уровень начинается с джунглей. Здесь много пропастей, которые нужно перепрыгивать. Много деревьев, по веткам которых можно бегать и забираться на верхние ярусы. Там на высоте свисают лианы, с ними тоже можно взаимодействовать. Из врагов игроку будут попадаться обезьяны, бросающие чем-то круглым в игрока, может быть орехами, детеныши кабанчиков, рой пчел, змеи, стреляющие изо рта. Убить их можно либо прыгнув им на головы, либо бросив в них бананом или другим оружием, которое Маугли будет находить на уровнях. Задачей будет собрать 10 кристаллов, разбросанных на уровне, и все это нужно сделать за отведенное время. Босса здесь нет. Второй уровень проходит уже на ветвях деревьев. Из новых врагов появляются змеи, ползающие по земле, дикобразы, которые умеют сворачиваться в клубок и быстро перемещаться. Дупла деревьев служат в качестве лифтов или даже порталов, перемещающих Маугли. Здесь также собираем 10 кристаллов за определенное время, и на самой вершине нас ждет первый босс Каа. Каа — это огромный индийский скальный питон. Он с легкостью может проглотить маленького мальчика. В мультфильме он появляется в тот момент, когда Маугли и Багира залезли на дерево, чтобы переночевать. Багира уснул, и мальчик остался беззащитен. Каа обладает гипнозом. Он может гипнотизировать своих жертв особым взглядом, и они подчиняются ему и не могут сопротивляться. Спи, засыпай. Спи, человечек, сладко спи. В игре Каа спит, обнявшись вокруг дерева. Но как только Маугли приближается, питон просыпается и начинается бой. Каа стреляет из своих глаз наводящим шаром. Он появляется в разных местах и производит выстрел. Маугли нужно либо прыгнуть ему на голову в нужный момент, либо бросать в него бананами. Далее в мультфильме Маугли знакомится со стадом слонов, вожак которых возомнил себя генералом и держит строгую дисциплину в своем стаде. Другие слоны этим очень недовольны. Отряд налево! Муштра, муштра, муштра. У меня ноги отваливаются. В третьем уровне игры эти слоны присутствуют. Они двигаются снизу, и мы видим их спины. На них можно смело прыгнуть и покататься. Из новых врагов здесь только попугаи, которые просто летают туда-сюда. Находим 10 кристаллов за отведенное время, и уровень пройден. Босса нет. Четвертый уровень проходит на реке. По ней мы можем передвигаться на черепахах, которые плавают туда-сюда, либо на крокодилах, которые иногда открывают пасть, скидывая с себя Маугли. Либо прыгая по камням. Долго на них не задерживайтесь, они быстро тонут.
Из новых врагов появляются выпрыгивающие из воды рыбы и зеленые лягушки, которые прыгают и стреляют изо рта. Босс уровня – медведь Балу. Да это дуба-ди-ду, да это дуба-ди-ду, да верно дуби-дуби-дуби-дуби-ду. В мультфильме он был лучшим другом для Маугли. Этого своеобразного добряка звери джунглей считали чудаком. Но они быстро сдружились с Маугли, и Балу был наставником мальчика, которого многому научил. Тебе, парень, нужна помощь. И старина Балу научит тебя драться, как медведь. Но в игре он босс, и битва с ним осложняется тем, что Маугли стоит лишь на 3 камнях посреди реки. Балу прыгает, и один из камней погружается. Вам нужно ловко прыгать и постоянно атаковать Балу. С первого раза пройти его будет сложно. В 5-м уровне звучит расслабляющая музыка, и Маугли плывет по реке на поверженном Балу. В мультфильме есть подобный момент, но там они просто плывут и кайфуют. Не надо напрягаться. Отдохни. Да. Остынь. Плыви по течению. Из новых врагов появляются бегемоты, выныривающие из воды. В остальном без изменений. Лазаем по лианам, прыгаем по ветвям и ищем алмазы. Босса на уровне нет. Уровень 6 похож на уровень 2, который с дуплами служащими лифтами, но еще сложнее. Из врагов появляются белки-летяги. Они сидят на дереве, но при вашем приближении прыгают и летят по зигзообразной траектории. Босс уровня – это 3 надоедливых обезьянки стаи короля Луи. Эти обезьянки напали на Балу с Маугли. Медведи закидали фруктами, а Маугли похитили. Еще раз кинете, я покажу. Итак, 3 обезьянки держат в своих руках щиты, которые соединяются в один большой щит в виде маски. Сначала они атакуют в таком виде, затем, получив определенное количество урона, разъединяются и атакуют каждый со своего положения. Так уворачиваться от их ударов будет сложнее. Уровень 7 – это царство короля Луи, которое находится в полуразрушенном заброшенном городе. Повсюду его изображение, высеченное в камне. Здесь Маугли очень много придется прыгать. Сверху на него будут падать камни. Из новых врагов появляются скорпионы. Уровень без босса. Восьмой уровень – продолжение 7-го, и он полностью состоит из прыжков по платформам. Вы будете забираться на самую вершину, чтобы сразиться с королем обезьян. Итак, вот он, король Луи, самовлюбленный вожак обезьян, который хочет стать человеком. Он похищает Маугли, чтобы тот научил его делать красный цветок, то есть огонь. Не вздумай хитрить, детеныш, не то я буду строг. Известно мне, в твоей стране есть огненный цветок. Луи думает, что он поможет ему управлять не только обезьянами, но и всеми джунглями. Огонь? Так вот, что мерзавцу понадобилось. Я разорву его пополам. В игре он либо бросает круглыми камнями в Маугли, либо бьет по земле, и камень падает сверху. Уровень 9. На джунгли опустилась ночь, но луна светит ярко. Летучие мыши повылазили из своих укрытий и создают для Маугли маленькие неприятности. В остальном все как и раньше, босса здесь нет.
Последний 10-й уровень. Из-за грозы в джунглях разразился пожар. А это то единственное, чего боится Шер Хан. Весь уровень полыхает. Маугли нужно быть осторожным и самому не попасться в пламя. Периодически будут мешать еще и удары молний. Ну и в конце вот он, главный противник Маугли. Тот, кого все боятся. Грозный тигр Шер Хан. Шер Хан представляет собой физическое воплощение силы и самообладания. Шер Хан очень любит, когда его боятся. Он пользуется этим, чтобы чувствовать себя повелителем в джунглях. Я шел мимо. Извини, может, отвлекаю тебя от дел. О, нет, нет, нисколько. Главной его задачей было убить мальчика. А сейчас у меня свидание с человеческим детенышем. И вот оно, финальное сражение. Механикой очень напоминает сражение с Балу. Только вместо воды огонь. Вместо камней платформы, которые тоже исчезают при ударе Шер Хана лапой. Поэтому постоянно приходится перепрыгивать. А сам Шер Хан иногда запускает в Маугли огнем. Шер Хан повержен, и Маугли все же добирается до людей. Он встречает маленькую девочку, которая пела песню. Девочка и песня очаровали Маугли, и он пошел за ней. Папа ходит на охоту, мама стряпает обед. Я в своем кувшине воду приношу ей с малых лет. Жаль, из него мог выйти очень хороший медведь.